Глава 266. Подкрепление, упавшее с неба. Раз они должны сражаться, они будут сражаться, центральный город не отдаст Чутяня, центральное государство, от крупных семей до бедных жителей крепко привязались к Чутяню. Если Чутянь и торговое чудо проиграют, для центрального государства это будет невыносимо тяжелый удар. Отряд лучников, слушать мои приказы. Стреляйте в хвост армии. Громко выкрикнул Сюну Цзи, стоя на городской стене. Огонь! В центральном городе раздался резкий свист, и густое облако стрел, взмыв в небо, рухнули с городских стен. Направлялись они на заднюю часть армии Южного государства. Атакуйте изо всех сил. Заставьте их отступить, гневно орудуя оружием, армия Южного государства пыталась блокировать стрелы. Жертвы падали среди обеих сторон, и сражение наконец началось. Авангард состоял из варваров, которые уже подошли к городу. Достав несравнимо большой осадный таран, несколько сотен варваров в тяжелых доспехах ударили по воротам центрального города. В ушах заложило от гула. Солдаты центрального государства, стоящие у ворот, рухнули на землю и сплюнули кровью. Тяжелые и толстые городские ворота сразу же начали поддаваться. «Продолжайте!» — выкрикнул командир авангарда армии Южного государства. «Откройте ворота!» Армия центрального государства изо всех сил этому сопротивлялась. Вперед вышел новый отряд. Последствия нападения армии Южного государства на центральный город были немыслимы. Когда оживленный центральный город охватит пламя войны, все изменится. Даже король Южного лета не думал, что центральный город без колебаний бросится на защиту Чутяня. Цао Баа ввел вперед рыцарей грифонов. Большие когти грифона схватили командира авангарда. Когда его схватили, он сжал меч и вонзил его в грифона. «Умри!» Цао Баа оказался быстрее. Череп командира пробило копье длиной в 3 метра, и тот погиб на месте. Другие рыцари Грифона тоже кинулись в атаку. Подвергшиеся нападению рыцарей Грифонов, тяжелая пехота Южного государства впала в замешательство. Людей хватали одного за другим и убивали копьями. Чертовы королевские рыцари. Злобно взревел маркиз Запада. Вперед! Тот, кто откроет ворота, получит награду 100 000 золотом. Ряды тяжелой пехоты неслись вперед, как волны прилива, но грифоны размахивали крыльями, посылая воздушное лезвие. Цао Баа, неустанно размахивающий копьем, с ног до головы был залит кровью. Солдат Южного государства было слишком много, и убить всех они не могли. Духовной энергии не хватало даже экспертам царства истинной души и могущественным грифонам. Долго рыцари грифонов не продержатся, Лиху выкрикнул: «Командир, мы не выдерживаем! Проклятие, маркиз Запада с ума сошел!» Сердито выпалил Цао Баа. Он действительно решил уничтожить центральный город, сестры Мэн были ошеломлены. Никогда прежде они не видели настолько страшной войны. Армия Южного государства слишком сильна, волновался Юнь Тяньхэ, мы не продержимся. Когда стена рухнет и ворвутся солдаты, армия центральное государство не сможет их остановить. Так защищайте городские стены. Хмыкнул Чутянь. «Лисенок, я хочу кое с чем поиграть». Лисенок достал марионетку и подул на нее. Марионетка превратилась в горящего адского огня демона с огненным телом. Размахнувшись, Лисенок кинул ее, и марионетка превратилась в зеленую искру, которая пролетела над городской стеной, превратившись в огромный демонический камень, рухнула вниз. Камень расплющил осадный таран, а солдаты тяжелой пехоты Южного государства погибли жалкой смертью. Медленно выпрямился великан в 6 метров ростом. Тело его было создано из камней, оно было покрыто зеленым пламенем и яростной энергией. Превратившись в огромный пылающий шар, он уничтожил отряд солдат Южного государства и породил группу небольших демонов. Это. Поразился маркиз Запада, увидев его. Разве это не демон из громового государства? Нет. Не может быть. Выглядел он намного слабее, у него не было даже 10-й части силы демона из громового государства. Однако 8 маркизам он не уступал, адский огонь был демоном стихии, у него не было слабостей, присущей обычным формам жизни. Стрелы его не брали, а тело изрыгало языки пламени, что не давало к нему приблизиться. Самым главным было то, что появилось нечто, о чем солдаты Южного государства никогда не слышали. Они были потрясены, их боевой дух упал. Адский огонь испускал пламя, окружая центральный город огненной стеной. Ни один солдат Южного государства не смел приблизиться к пропасти из зеленого пламени. «Маркиз, чудовище слишком сильное. Атаки наших солдат заглохли. Отбросы. Вы все бесполезны», — рычал маркиз Запада. «Разве это не один единственный демон? Не верю, что он может остановить мою армию Южного государства. Уничтожьте его». Вскочив, маркиз Запада поднял большую кисть.
В адского огня врезалась большая печать, которая отбросила его на несколько шагов и погасила несколько языков пламени. Восстановившие боевой дух, солдаты Южного государства приготовились к атаке. Кто бы мог подумать, что в этот критический момент на озере 4 государств раздастся крик. Армия! Что происходит? В светлом тумане вдруг появилась еще одна армия, не уступающая армии Южного государства. Ах, армия Громового государства. Зачем в центральное государство приплыла армия Громового государства? 8 государств Южного лета отличались друг от друга. У Громового государства был большой гарнизон, откуда на Северный фронт отправлялись множество солдат. Так что на армию Громового государства нельзя было смотреть свысока. Чутянь спас Громовое государство, оказав ему большую услугу, поэтому теперь, когда центральное государство оказалось в опасности, на помощь пришел я, Цзян Сюн, на самом большом корабле гордо стоял Цзян Сюн. Громовое государство здесь, чтобы воздать должное. Убить, 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 крики армии Громового государства поражали и были полны боевым духом. Армия Громового государства здесь, чтобы помочь Чутяню. Что происходит? Чутянь тоже был поражен. Подкрепление пришло неожиданно, Гу Цаньцу тоже был ошеломлен. Громовое государство тоже отправило в центральное государство войска. Этот факт мог сотрясти мир, маркиз Золотой Стрелы тоже был маркизом, но он привел войска в центральное государство без королевского приказа, а это было серьезное преступление ради одного Чутяня. Он был готов оскорбить имперский город, маркиз Золотой Стрелы тоже понимал, что Чутянь не может попасть в руки семьи Шангуань. Если Чутянь окажется во власти семьи Шангуань, то страна Южного Лета не только потеряет великого эксперта, но и дворяне станут намного сильнее. 8 маркизов Южного Лета делились на 2 группы. В одной были благородные маркизы, точнее, маркиз Очищающего Пламени, маркиз Запада и остальные. Они были из 3 великих семей или других крупных семей имперского города. В другой группе были маркизы из бедных семей, такие, как маркиз Золотой Стрелы или маркиз Зеленого Леса. Маркиз Божественного Ветра был родом из крупной семьи, но его семья была слаба, и он считался маркизом из бедной семьи. Бедные семьи всегда сражались с благородными семьями. У благородных семей было врожденное преимущество, они были сильнее во всех аспектах. Маркизы из бедных семей, пытаясь избежать вмешательства благородных семей, всегда сражались вместе. Никаких сомнений, Чутянь, член бедной семьи, за это время оскорбил много членов благородных семей. Маркизу Золотой Стрелы и другим членам бедных семей нужен был кто-то, кто сможет выступить против 3 правителей имперского города. Единственным, кто мог это сделать, был Чутянь, и если Чутянь выживет, с его талантами и навыками величия будет лишь вопросом времени. У маркиза Запада глаза налились кровью. «Мятежники, вы все мятежники! Сдавайся, маркиз Запада!» Громко закричал маркиз Золотой Стрелы. «Слушайте меня, Южное государство, вы атаковали центральный город, и если вы будете сопротивляться, то маркиз присоединится к центральному городу, чтобы вас всех убить. Мы полностью уничтожим мятежную армию Южного государства». Воспользовавшись моментом, Гоу Цаньцу сказал: «Маркиз Золотой Стрелы пришел вовремя. Спасение центрального государства — это заслуга. Старец сообщит об этом королю». Услышав великого ученого, маркиз Золотой Стрелы и армия Громового государства взволновались. Они думали, как покарать королевство, но не ожидали, что на их стороне окажется великий ученый. Великий ученый занимал в королевстве высокое положение, и если он замолвит за них словечко, чего им бояться, армия Южного государства подавленно переглядывалась. Плохо дело, перед ними стояли великий ученый и маркиз Золотой Стрелы. Центральное государство, до сих пор не сдавшееся, тоже было неприступным. Они хотят захватить город сегодня, но это невозможно, не обращайте на них внимания. Потерял рассудок маркиз Запада. Убивайте. В худшем случае погибнут обе стороны. Посмотрим, у кого больше аргументов, когда окажемся в имперском городе. Добропорядочный маркиз Запада настаивает на междоусобице. Хладнокровно фыркнул маркиз Золотой Стрелы. Армия Громового государства, слушайте мои приказы и подавите восстание. Высадившись, армия Громового государства волной атаковала армию Южного государства. Впереди были солдаты Центрального государства, которых они не могли победить, а сзади наступала армия Громового государства, и армию Южного государства охватил хаос. Гоу Цаньцу громко выкрикнул: «Рыцари Грифонов, защищайте центральное государство!» Могущественные королевские рыцари снова сделали ход. Нельзя было недооценивать сотню прославленных рыцарей Грифонов. Попасть в центральный город было уже невозможно, об этом придется забыть. Проблема стала настолько серьезной, что он уже видел, как маркиз Золотой Стрелы и Чутянь направляются к королю Южного Лета. Слушайте мои приказы. Фронт становится тылом, а тыл фронтом. Прорываемся и отступаем. Маркиз Запада приказал армии Южного государства отступать. Увидев, что маркиз Запада готов отступить, маркиз Золотой Стрелы остановил атаку. В конце концов, армия Южного государства была армией страны Южного Лета, поэтому конфликт не дошел до точки невозврата. Маркиз Запада, переполненный кровожадностью, гневно произнес:
Цзян Сюн, Чутянь и Гоу Цаньцу, посмотрим, как вы встретите гнев короля Южного Лета. Мы отступаем. Корабли Южного государства медленно отчалили. Хотите уплыть? Не так легко. Не успел флот Южного государства проплыть и 10 километров от пристани Центрального государства, как корабли зашатались. Плохо дело, Маркиз. На днище кораблей что-то есть. Корабли протекают. Что нам делать? Армия Южного государства впала в замешательство, и несколько солдат, чтобы спастись, прыгнули в воду. Они были в тяжелых доспехах и были вооружены тяжелым оружием. Они не умели плавать, поэтому вода стала для них куда больше неприятностью. Чутянь приказал взять их всех, банда огромной акулы сдвинулась с места. В воде уже стояли огромные сети, и они стали ловить солдат Южного государства, словно косяк рыб. Глава 267. Захватывая армию Южного государства. Отряды Южного государства дико бултыхались в воде, а банда огромной акулы ловила их в сети, и каждая сеть поймала довольно много. Избавив их от утопления, их тут же взяли в плен. Указав на маркиза Запада, Чутянь сказал: «Хватайте его». Босс Юй кинул трость из рыбьей кости, и вокруг нее скрутился поток воды. Окружив маркиза Запада, водная тюрьма задержала его на месте. Шангуань Хун сердито набросился на водную тюрьму. Когда наконечник пера коснулся водной клетки, духовная энергия взорвалась, а прозрачная вода, смешавшись с черными чернилами, рассыпалась на капли. Бесчисленные капли чернил полетели по воздуху к боссу Юю. Маркиз Запада был на пике 9 уровня пробужденной души. Босс Юй не был для него противником, однако победить его в воде было не так уж и легко. Он быстро создал водяной щит, остановивший смертельные капли чернил. «Мы поможем тебе, старший брат». 5 лидерам банды огромной акулы долгие годы работали вместе. Вместе они могли выступить против одного маркиза Южного Лета. Не говоря уже о том, что в воде у них было победное преимущество. Старец вам поможет. Гао Цаньцу спрыгнул с грифона, на котором летел, и призвал все силы. За ним появился духовный источник, большой золотой колокол. Колокол издал оглушительный звон. Другие не могли его услышать, а вот тело Шангуаньхуна задрожало. Застигнутый врасплох, он сплюнул кровью, потому что звук золотого колокола был даже не звуком, а духовными волнами. Верно, духовным источником Гоу Цаньцу был атрибут энергии. Такой тип духовного источника встречался очень редко, и защититься от духовных атак было практически невозможно. Сложно было отбить такие удары. Когда на маркиза Запада напал Гоу Цаньцу, его энергия рассеялась. 5 братьев Юй кинулись вперед и схватили маркиза Запада. Маркиза Запада схватил. Почему вы еще не сдались? Мы убьем маркиза Запада. Увидев, что маркиз Запада в плену, солдаты Южного государства стали пепельно-серыми. Прекратив сопротивление, он сдались без боя. Армия Южного государства из 100 000 человек стала пленниками. Это шокировало. Армия Южного государства считалась самой могущественной из 8 армий, однако 100 000 лучших солдат стали пленниками Центрального государства. Это унизило Южное государство, семью Шангуань и самого Шангуань-Хуна. Чутянь приказал: конфискуйте оружие и доспехи, заприте их во временном лагере. Связанный маркиз Запада сердито взревел: «Думаешь, ты выиграл, Чутянь? Совершив такое серьезное преступление, ты умрешь, как собака. Черт возьми!» Чутянь вышел из себя. Всем в сторону, братья босса Юя отошли в сторону. Чутянь ударил Шангуаньхуна по лицу. Шангуаньхун отлетел на несколько метров. Чувство непокорности надо уничтожить. «Если сегодня я не проучу тебя, то моя фамилия не Чу». Говоря, Чутянь наносил маркизу Запада громкие удары. «Не думай, что я не пойду против тебя, раз ты маркиз семьи Шангуань. Я нанесу тебе вред, не моргнув глазом. Этот безумец, кажется, он действительно может сделать нечто сумасшедшее». Маркиз Запада ощутил, как по спине бегут мурашки. Быстро подошел Гоу Цаньцу. «Спокойно, спокойно. Ты уже сдался, так что смирись». Чутянь бросил маркиза Запада на землю и несколько раз наступил на него ногой. «Ладно, ради великого ученого я не буду тебя беспокоить. Утащите его и заприте. Следите, чтобы он не освободился, все были поражены». «Ты знаешь, кого ты бьешь? Это маркиз Запада из числа 8 маркизов». Чутянь посмел публично ударить маркиза Запада. Поступков Чутяня боялся даже маркиз Золотой Стрелы. У этого парня действительно был характер, неудивительно, что он заполучил центральное государство. Бесстрашный, он не уважал маркиза Запада и бил его, даже зная про заступничество совершенного правителя. Обычный человек и не подумал бы о столь своенравном отношении, им оставалось лишь участвовать. Раз они оскорбили короля Южного Лета, семью Шангуань и даже семью Наньгун, не было ничего, чего Чутянь сделать не мог. По крайней мере, центральное государство по-прежнему было землей Чутяня, и ему нужна была поддержка маркиза Божественного Ветра.
Маркиз Золотой Стрелы и великий ученый тоже оказались втянуты. У Чутеня было достаточно козырей. Как король Южного Лета не сердился, он должен был задуматься о центральном государстве. Он не мог отобраться титулы у маркиза Божественного Ветра и маркиза Золотой Стрелы, он должен был уважать великого ученого. За мной 5 братьев Юй повели маркиза Запада, лицо которого было черно-синим и кровоточило. Уважаемого маркиза Запада заперли в тюрьме. Юй. Ох, нет, господин Чу. Перед Чутянем с нервным видом предстал Гоу Цаньцу, знаменитый великий ученый страны Южного Лета. После нашего тяжкого расставания в государстве Цин я думал о тебе, но никогда не думал, что всего через несколько дней мы встретимся снова. Хоть это и было недоразумение, но его можно разрешить, этот старец знает, что говорит. По коже отца побежали мурашки. Чутянь смотрел на него с отвращением на лице. Старец ни за что бы не подумал, что ты окажешься знаменитым Чутянем. Неудивительно, что ты совершил такой необычный подвиг. Преподал урок твоим ученикам, которые не знают высоты неба и глубин земли? Ты помнишь это? Нет, нет, нет. Быстро замотал головой Гоу Цаньцу. Как я мог? Перед лицом твоих знаний даже я ничего бы не сказал, что уж говорить о студентах. Я хочу поблагодарить ваше превосходительство за руководство. Жители и солдаты города видели, как смиренно относится к Чутяню великий ученый. Это правда был великий ученый, это не был человек, претендующий на звание истины, великого ученого Южного Лета признали лучшим ученым, который превзошел даже Юнь Тяньхэ. Он был сведущ в алхимии, создании талисманов и оружия, был авторитетом для миллионов ученых страны Южного Лета и академических кругов. К тому же, Гоу Цаньцу был экспертом. Он был на пике 9-го уровня пробужденной души, как 8 маркизов. Если бы Гоу Цаньцу не сосредоточился на науке, он мог бы прорваться за уровень пробужденной души, став выше 3 правителей. Гоу Цаньцу был легендарным существом, о котором в стране Южного Лета знали все. В молодости он покинул родину, чтобы путешествовать, и 20 лет учился в крупных королевствах, передавая стране Южного Лета передовые знания. Он стал краеугольным камнем научного развития страны Южного Лета. К тому же, за десятки лет Гоу Цаньцу решил множество проблем. Как и в случае государства Цин, Гоу Цаньцу лично принимал меры и находил наиболее подходящие решения. Вклада Гоу Цаньцу было более чем достаточно, чтобы сделать его маркизом. Вот только Гоу Цаньцу был ученым, ориентированным на исследования, и титулы ему не нравились, поэтому он не раз отказывал королю Южного Лета. Юнь Тяньхэ произнес: «Великий ученый, человек великой этики, так что не стоит помнить о таких недоразумениях. Думаю, если бы великий ученый знал, в чем дело, этого бы не случилось». Да, да, да. Гоу Цаньцу был очень благодарен Юнь Тяньхэ за его слова. Эта ошибка, всего лишь ошибка, Чутяня это уже не заботило. Чутянь догадался о статусе Гоу Цаньцу еще в государстве Цин. Чутянь оскорблял людей и не мог остановиться. Однако этот человек мог помочь ему расширить влияние и повысить уровень секты Юнь. Если безмолвный правитель не хочет поддерживать Чутяня, то великого ученого он поддержит. Я, Чутянь, не такой человек, чтобы помнить недоразумение. Это была ошибка, забудь об этом, произнес Чутянь. Чутянь очень благодарен великому ученому за то, что он сегодня помог мне. Если у великого ученого есть просьбы, я изо всех сил постараюсь их исполнить, не подумав. Гоу Цаньцу сказал: «Я хочу присоединиться к вашему исследовательскому учреждению». Вот чего он хотел. В нерешительности Чутянь почесал подбородок. Я хочу сосредоточиться на науке. Поклялся Гоу Цаньцу. Пусть в меня ударит молния, если я хоть каплю нечестен. Отлично. Кивнул Чутянь. Я верю в характер великого ученого, так что великий ученый станет частью нашей секты Юнь. Старец Юнь, покажи великому ученому исследовательский центр. Юнь Тяньхэ сильно разволновался. Жители центрального государства волновались еще сильнее. Человек с таким статусом, как великий ученый, лично приехал в центральное государство, присоединился к секте Юнь и стал подчиненным Чутяня. Чутянь заручился поддержкой великого ученого, которая намного превосходила поддержку любого маркиза. Пока великий ученый поддерживает Чутяня, свергнуть его будет нелегко. Пожалуйста, великий ученый. Пожалуйста, пожалуйста. Юнь Тяньхэ, глубоко взволнованный, повел Гоу Цаньцу в исследовательский центр. Чутянь сложил ладони, поклонившись маркизу Золотой Стрелы. Большое спасибо за подкрепление, маркиз Золотой Стрелы. Чутянь запомнит эту серьезную услугу. Господин спас 10 миллионов жителей громового государства. Ты великий благодетель нашего государства и великий благодетель маркиза. Как маркиз мог не вступиться, раз у благодетеля возникли проблемы? Засмеялся маркиз Золотой Стрелы. Поздравляю. Великий ученый по натуре отшельник, и тебе по-настоящему повезло, что он стал твоим подчиненным.
Когда солдаты громового государства зашли так далеко, им тяжело пришлось, сказал Чутянь. Маркиз Божественного Ветра не в центральном государстве, поэтому торговое чудо, представляя центральное государство, разместит твоих солдат. Еда торгового чуда превосходна. Моим солдатам повезло, что они могут есть нечто подобное. Сегодня ресторан торгового чуда будет обслуживать лишь солдат громового государства, чтобы они наелись до отвала. Отлично, отлично, на лицах солдат громового государства проступила взбудораженность. В громовое государство уже поставляли консервы, однако они были редкими, и попробовать их могли лишь немногие. На этот раз они прибыли в центральное государство с такими усилиями, так что теперь набьют животы. Глава 268. Прибывает безмолвный правитель. Чутянь устроил для солдат громового государства банкет. Опасаясь, что маркиз Божественного Ветра не смог убедить безмолвного правителя, Чутянь мог лишь отступить, потому что находился в опасности. Он решил сотрудничать с маркизом Золотой Стрелы, маркизом Божественного Ветра и великим ученым. Когда Гоу Цаньцу закончил осматривать исследовательский центр, столетнего старца переполняло волнение, исследовательский центр секты Юнь перевернул мировоззрение Гоу Цаньцу, заставив его ощутить, что 100 лет жизни он провел впустую, он завидовал Юнь Тяньхэ. Юнь Тяньхэ смог возглавить исследовательскую группу торгового чуда, а он мог наблюдать за этим лишь со стороны, он должен был присоединиться. Он точно должен был присоединиться, статус обычного исследователя великого ученого не устраивал, Гоу Цаньцу должен был возглавить несколько исследований. Чем сложнее, тем лучше. Например, компьютер с энергетической матрицей. Еще Чутянь тайно показал маркизу Золотой Стрелы и великому ученому энергетическое оружие. Не стоит даже говорить, что оружие, меняющее эпоху, вызвало у них шок. Они убедились в том, что поступили правильно. Пойдя против королевского воззвания, Чутянь честно признался им: «Я хотел работать с безмолвным правителем, чтобы построить завод, но безмолвный правитель этого не оценил и даже хотел навредить мне. Раз так, в сотрудничестве с ним нет необходимости. Я просто создам завод с вами и маркизом Божественного Ветра. Как вы считаете, два маркиза и великий ученый?» Это не могло сравниться с защитой безмолвного правителя, но у Чутяня появился зонд, под которым можно спрятаться. На своих территориях маркизы были очень независимы. Гао Цаньцу, великий ученый Южного Лета, обладал в имперском городе серьезным влиянием. Сочетание местной и центральной власти оказалось достаточно, чтобы обеспечить торговому чуду безопасность. Как великий ученый и маркиз Золотой Стрелы могли отказаться? На них с неба упал мясной пирог. Наконец, трое договорились, и Чутянь составил план по созданию первого завода для производства энергетического оружия, который будет находиться в центральном государстве. Великий ученый, маркиз Золотой Стрелы и маркиз Божественного Ветра отвечали за защиту и помощь. Гао Цаньцу предложил: чтобы обезопасить нас еще сильнее, можно пригласить маркиза Зеленого Леса из государства Цин. Президент Чу помог ему, так что маркиз Зеленого Леса не откажется от такого хорошего предложения. Верно. Одобрил маркиз Золотой Стрелы. Под защитой государства Цин, громового государства, центрального государства и великого ученого завод будет практически неприступным. Даже если три великие семья захотят что-то предпринять, им придется отказаться, Чутянь согласился. Он не очень хорошо знал маркиза Зеленого Леса, однако государство Цин было важной территорией. Именно там располагалось большинство ресурсов страны, так что для торгового чуда это был выгодный тандем. Договорились они быстро. 50% акций будут у торгового чуда, а остальные 50% поделят между собой три маркиза и великий ученый. Счастливее всех были маркиз Золотой Стрелы и великий ученый. Маркиз Золотой Стрелы спас центральное государство и заключил такую выгодную сделку, как он мог печалиться, Гоу Цаньцу не знал, что и сказать. Он не думал, что господином Юем окажется Чутянь. Такие люди встречаются раз в 1000 лет, и хотя сначала у него было недопонимание, теперь он радостно вступил в секту Юнь. Раз соглашение достигнуто, маркиз уходит. Буду ждать от завода в громовом государстве хороших новостей. Если понадобится помощь, сообщи мне. Маркиз Золотой Стрелы прибыл в центральное государство незаконно и не смел задерживаться. На следующий день армия ушла. Чутянь и остальные достигли соглашения, поэтому, не дожидаясь, пока из имперского города вернется маркиз Божественного Ветра, он сразу стал строить завод и совершенствовать оружие. Маркиз Запада, направлявший армию на город, вселил в Чутяня чувство опасности. Если бы не подкрепление громового государства, центральный город понес бы потери даже в том случае, если бы задержал врага. Чтобы не полагаться на других людей и покровителей, Чутяню надо было улучшить оружие. Надеяться он мог лишь на собственные силы. Через несколько дней мимо высоких гор пронеслась команда кровавых орлов, направляющаяся в центральное государство. Солдаты были одеты в кроваво-красные доспехи, и от каждого исходила сильная аура, причиняющая страдания. Это были кровавые генералы семьи Дунфан.
Каждый из них был очень опытным, старейшиной семьи Дунфан и достиг царства истинной души. Команда целиком состояла из экспертов царства истинной души. Увидеть такое можно было лишь у 3 великих семей, на спине большого грифона сидело 2 человека. Один был ученым в синей мантии, а другой скрывался под плащом, и его окружала загадочная мощная аура безмолвный правитель Дунфан Гань. В центральное государство летел сам безмолвный правитель, и если бы это вскрылось, в стране Южного Лета началась бы война. Если бы духовные звери узнали, что безмолвный правитель покинул имперский город, они бы спокойно напали на юг. Безмолвный правитель был не только одним из лучших экспертов королевства, но и военным богом страны Южного Лета. Жители страны Южного Лета считали, что при безмолвном правителе с имперского города не упадет даже волоса. Этот важный человек не прибыл даже в громовое государство, однако ради чутеня полетел в центральный город. Что тут случилось? Маркиз Божественного Ветра заметил в центральном городе следы сражения. Неужели маркиз Запада уже напал? Маркиз Божественного Ветра нахмурил брови. Глаза безмольного правителя сверкнули. Кажется, у маркиза Запада не получилось. Приземляемся. Есть. Когда безмолвный правитель и его кровавые генералы посадили своих грифонов и кровавых орлов, это привлекло внимание горожан. Каждый, летающий на грифоне, явно был выходцем из имперского города. На имперский город все смотрели с благоговением. Успехи чутеня в громовом государстве посчитали недостаточными и решили наказать за мятеж в центральном государстве. Торговое чудо даже пытались отнять, а Шангуаньхун, маркиз Запада, привел к их воротам армию, что чуть не вызвало в центральном государстве войны. Люди были крайне недовольны путаницей, которую возглавлял король Южного Лета. Центральный город уже сменил свои предпочтения. Чутянь возглавлял и большие, и малые семьи. Вместе они и страдали, и получали прибыль. Жители только выигрывали, поэтому сильно поддерживали торговое чудо. Они не могли допустить, чтобы королевство уничтожило торговое чудо и снова возродило 4 великих семьи. Маркиз Божественного Ветра. Это маркиз Божественного Ветра. Увидев, что с грифона спешился маркиз Божественного Ветра, жители сменили печаль на радость. Маркиз Божественного Ветра был на стороне чутеня. Если в центральном городе есть маркиз Божественного Ветра, то маркиз Запада уже не будет таким высокомерным. Маркиз Божественного Ветра спросил, что произошло в центральном государстве за последние 2 дня. Маркиз Запада приказал армии Южного государства напасть на центральное государство, однако Чутянь победил, и армию взяли в плен. Что? Маркиз Божественного Ветра и безмолвный правитель изменились в лице. Они догадывались, что в центральном государстве что-то произойдет, однако не думали, что это будет так серьезно. Чтобы захватить Чутеня, маркиз Запада напал на город и привел свою армию. Неужели у него нет мозгов? Однако армия Южного государства была выдающейся армией страны Южного Лета. Маркиз Запада привел к центральному городу армию Южного государства и не только проиграл, но и попал в плен, став заключенным. Для страны Южного Лета ситуация была беспрецедентной. Маркизу Божественного Ветра стало не по себе. Он не ожидал, что все зайдет так далеко. Интересно. Безмолвный правитель даже не волновался, потому что Чутянь и так натворил дел. «Отведи меня к нему», безмолвный правитель и маркиз Божественного Ветра шли по улицам центрального города. Как и Гоу Цань Цу, безмолвный правитель обратил внимание на различные изобретения. Узнав, что все их создал Чутянь, он стал ценить его куда выше. Изобретение энергетического оружия не было случайностью. Он действительно был великим экспертом. При должной поддержке и защите он мог кардинально изменить страну Южного Лета. Когда безмолвный правитель об этом думал, у него колотилось сердце. Это штаб-квартира торгового чуда. Маркиз Божественного Ветра привел безмольного правителя к штаб-квартире торгового. Служащие торгового чуда знали маркиза Божественного Ветра, поэтому останавливать его не стали. «Где Чутянь?» Докладывая маркизу, что президент в лаборатории испытывает новое оружие. У безмольного правителя и маркиза Божественного Света загорелись глаза. «Мы можем зайти и посмотреть. Так ведь?» Работник торгового чуда посмотрел на безмольного правителя, который стоял за спиной маркиза Божественного Ветра. Если тут маркиз Божественного Ветра, то без проблем. Но сначала мне надо сообщить лаборатории. Пожалуйста, подождите минуту. Работник торгового чуда вернулся быстро. «Прошу, входите», — с почтением произнес работник торгового чуда. Президент на полигоне, 3-я комната на 2-м этаже, безмолвный правитель посмотрел на маркиза Божественного Ветра. «Ты один из правителей центрального государства, но встретиться с президентом компании без договоренности ты не можешь». «Смотря что это за президент», — засмеялся маркиз Божественного Ветра. «Прошу». Они вошли в лабораторию. Не успели они дойти до полигона, как услышали шум. Со свистом билось друг об друга железо. Одна за другой падали под выстрелами энергии железные мишени, установленные на стрельбище.
Там были Чутянь, Юнь Тяньхэ, Гоу Цаньцу, Мэн Цин У и Мэн Ин. Мэн Ин стреляла, а остальные смотрели. Термическая стабильность пистолета повышена, и теперь он может стрелять 10 раз, не нагреваясь. Дальность выстрела — 200 метров. Если расстояние выше, энергетические пули быстро теряют силу. Достигнув цели, находящейся на расстоянии 400 метров, они теряют примерно 50% силы, энергетическую батарею оптимизировали, потому что технология переработки кристаллической нефти недостаточно хороша, а качество нефти не очень высокое, и она не может хранить достаточно энергии. Один магазин на 1000 мл рассчитан только на 8 выстрелов, Мэн Цин У записывала данные. Глава 269. Страшное недоразумение. Энергетическое оружие изобрели меньше, чем 2 недели назад, а оно уже было пригодно к использованию. Они действительно оказались эффективны. Предыдущие несколько дней великий ученый пытался произвести на Чутеня хорошее впечатление, поэтому, конечно же, выполнял задания Чутеня. Он беспрестанно подавал чай и выполнял даже пустяковые приказы Чутеня. Его старания были искренними. Но из-за того, что последние несколько дней великий ученый выполнял приказы Чутеня, он стал свидетелем оптимизации энергетического пистолета, и это наполнило его шоком и волнением. Великий ученый наконец-то понял. Все 100 лет он жил жизнью пса, больше 20 лет он путешествовал. Чтобы стать учеником ученого из Большого Королевства, он 3 дня и 3 ночи стоял на коленях за дверью. Чтобы получить книгу, он терпел издевательства одноклассников. Но Гоу Цаньцу понимал, что оно того стоит. Опыт, накопленный за эти 20 лет, стал основой его будущего успеха. Унижение и тяготы, которые испытал Гоу Цаньцу, стали краеугольным камнем его побед. Долгое время Гоу Цаньцу с гордостью мог говорить, что в стране Южного Лета самый знающий человек — это Н. Он даже сравнивал себя с учеными из Больших Королевств, и многие ученые страны Южного Лета уважали его. А теперь, подумав об этих надменных людях, Гоу Цаньцу захотелось ударить их по лицу. Чутянь был непокорным, но все же относился к нему как к человеку. Когда Гоу Цаньцу просил ученых объяснить, они не только смотрели на него свысока, но и ничего не объясняли. Они относились к нему как к слуге, как к рабу, и даже тестировали на нем таблетки. Все называли Чутеня безумцем, но Гоу Цаньцу понимал, что это лишь поверхность. Чтобы заслужить его уважение, его просто нужно было уважать. Чутянь беспристрастно относился и к великим ученым, и к обычным работникам торгового чуда. Он был намного лучше умных ученых, считавших всех вокруг травой под их ногами. Это был подлинный эксперт, способный изменить мир. Гоу Цаньцу не ожидал, что жажда знаний вернется, когда ему стукнет 100. Оставшееся время он решил провести в секте Юнь, чтобы изо всех сил поддерживать Чутеня. Чутянь остался доволен Гоу Цаньцу, и теперь они были партнерами. Чутянь продвинул его, хоть тот и провел в секте Юнь всего несколько дней. Став ученым высшего класса, он занял ту же позицию, что занимал Юнь Тяньхэ. Естественно, Гоу Цаньцу переполняла радость. Ученого привлекали лишь знания, способные изменить мир. Хоть знания Гоу Цаньцу были ограничены, он мог применить свои скромные способности для создания чудесной эпохи, и этого было достаточно, чтобы его имя осталось в истории, чтобы его хвалили ученые будущего. Это тоже была большая честь, испытания подошли к концу. Чего-то не хватает, был недоволен Чутянь, однако ждать он не хотел, стоимость не очень высокая, создавайте партию. Производство деталей для пистолета было крайне легким, а энергетические батареи были дешевыми. Единственный минус заключался в том, что энергетические пистолеты надо было покрывать 300 рун, так что им нужно было много экспертов по массивам, однако это требовало лишь затрат на рабочую силу. Чутянь спросил, сколько пистолетов мы можем делать в день, завод пока не достроен, так что немного. Детали не сложны, их можно делать быстро. Энергетические магазины делать сложно, но спрос на них не очень высок, так что проблем быть не должно, сказала Мэн Цин У и беспомощно вздохнула, сложнее только гравировка массивов. Это связано с тайной энергетического оружия, поэтому при выборе людей надо быть осторожными. Нагрузка на рабочих велика, и если мы начнем это в исследовательском центре, но сможем делать около 50 пистолетов в день, и это самый оптимистичный прогноз. Всего 50 пистолетов в день, только Бог знал, сколько понадобится времени, чтобы вооружить целую армию, слишком медленно. Нахмурился Чутянь. Не стоит так волноваться. Нужно увеличить скорость, даже если мы рискуем раскрыть секрет оружия. Мы должны создавать по 1000 в день. Мне не нужна новая осада центрального города, раскрыть секрет оружия. Об этом стоило беспокоиться. Энергетические пистолеты были низшим классом энергетического оружия, поэтому Чутянь не волновался. Не говоря уже о том, что техника массива пока была не готова, а вспомогательную батарею нужно было достать, так что другие не могли создавать энергетические пистолеты.
Хоть пистолеты еще не были завершены, но эффект уже шокировал. Если вооружить ими 1000 людей, то они смогут нанести вред нескольким волнам атак, даже столкнувшись с сильнейшей штормовой кавалерией. Такова была сила науки. Такова была сила энергетического оружия. Если первая энергетическая армия появится у Чутеня, то кто посмеет давить на торговое чудо? Даже 3 правителям или королю придется относиться к Чутяню с доброжелательностью, видя, что Чутянь решился, Мэн Цин лишь кивнула и сказала: «Я постараюсь как можно быстрее, что за бред?» Как ты можешь не беспокоиться о секретном оружии, если речь идет о таком важном вопросе? Если раскрытие тайны повлечет беспорядки, ты понесешь за это ответственность. Ты разочаровываешь меня, Чутянь. Раздался громовой голос. В комнату вошел незнакомый человек в капюшоне с 2 мечами и густыми бровями. Как ты можешь делать великие дела, потеряв спокойствие, увидев человека, Гоу Цаньцу и Юнь Тяньхэ изменились в лице. Этот человек лично прибыл в центральное государство. «Черт возьми, ты кто такой?» — выкрикнул Чутянь, забыв про уважение. «Как ты можешь меня судить, Чутянь?» Быстро вышел вперед шокированный маркиз Божественного Ветра. «Ты не можешь так грубо говорить с безмольным правителем, этот мальчишка и правда не боялся смерти». Разве он не знал, что человек перед ним может убить его одним щелчком пальцев? Чутянь несколько оторопел. «В смысле, безмолвный правитель?» Безмолвный правитель фыркнул. Воздух наполнился убийственным намерением, которое давило на людей, как гора, заставляя их дрожать и телом, и душой. Вздохнули 10 000 лошадей, взревело 1000 кавалеристов, напала армия. Ощущая непреодолимое давление, маркиз Божественного Ветра и Гоу Цаньцу попятились. Остальные побледнели, у них перехватило дыхание. Человек даже не пошевелился, одного давления было достаточно, чтобы всех их раздавить. Если бы у кого-то из них была слабая воля, он бы потерял сознание. Какая мощь! Спина Мэн Цин покрылась холодным потом. Никогда она не видела человека, который был в разы сильнее маркиза Божественного Ветра. Это была пугающая мощь правителя. Плохо дело. Первым делом безмолвный правитель показал силу. Он явно хотел воспользоваться великим ученым, чтобы разобраться с Чутянем. Плохо дело, маркиз Божественного Ветра сгорячу улыбнулся. «Ах, Чутянь, Чутянь, тебе не следовало приглашать сюда безмольного правителя. Ты и правда сможешь вести переговоры с таким подавляющим могуществом?» Безмолвный правитель не хотел причинять Чутяню вред, он лишь хотел показать ему, насколько он силен, чтобы переговоры прошли гладко. Однако безмольного правителя удивило, что маркиз Божественного Ветра и Гоу Цаньцу отступили, а Чутянь остался расслабленным, словно его это не задело. Юноша оказался моложе, чем он представлял, более выдающимся, чем он представлял. Отлично, он показал свою силу. Если Чутянь был умным, то понимал, что надо делать. Безмолвный правитель медленно убрал колющую ауру, и все с облегчением вздохнули. Он шагнул вперед и произнес: «Ты Чутянь, верно?» Судя по тому, что увидел безмолвный правитель, Чутянь хоть и был непокорным, однако осторожным. В конце концов, для него безмолвный правитель был врагом, с которым он не мог сразиться. К тому же, если Чутянь хочет укрепиться в стране Южного Лета, ему нужна была защита безмольного правителя. Так что следовало подробно все обсудить. Безмолвный правитель. Старец тщетно восхищался тобой многие годы, но не думал, что ты окажешься таким несдержанным. Вырвался вперед сердитый старец с глазами, налитыми кровью, словно он хотел, чтобы безмолвный правитель его убил. Если с его головы упадет хоть один волос, это произойдет только через мой труп. Чэнь Бин Юй и остальные переглянулись. Шерсть Лисенко враждебно вздыбилась, маркиз Божественного Ветра был поражен, и безмолвный правитель был поражен, что происходит. Чутянь лично написал письмо, где приглашал безмольного правителя к сотрудничеству. Что за ситуация? Великий ученый. Разве это не великий ученый? Почему он так зол и ругает безмольного правителя? Безмолвный правитель даже рассердился. Великий ученый, правитель никогда ничего тебе не делал. Почему ты клевещешь на правителя? Ладно, ладно, ладно. Что ж, безмолвный правитель — человек, не смеющий отвечать за свои действия. Что ты сказал? Вмиг вышел из себя безмолвный правитель. Великий ученый принял не те таблетки. Если бы не свидетели, безмолвный правитель убил бы его одним ударом. Посмотри на себя. Великий ученый протянул ему тайное письмо. Хочешь сказать, ты не сам писал это письмо, подпись правителя, но тогда о чем ты говоришь? Ты ввел старца в заблуждение, чтобы убить Чутеня, чтобы я нес этот крест. У тебя такое жестокое сердце, что старец отказывается от всякой связи с тобой. Безмолвный правитель в гневе наморщил нос. Великий ученый путал правду и ложь. Письмо явно хотело, чтобы великий ученый защитил Чутеня. Как же защита сменилась убийством? Вытащив письмо, безмолвный правитель оторопел. Содержание было совершенно другим.
Почерк был идентичным, а содержание отличалось, как день от ночи. Маркиз Божественного Ветра тоже поразился. Что за таблетки принял безмолвный правитель? Сразу что-то поняв, безмолвный правитель объяснил. Нет, это не письмо правителя. Его подделали, Гоу Цань Цу сердито произнес. И ты все равно хочешь кого-то одурачить? Кто в стране Южного Лета осмелится подделать письмо безмольного правителя? Правитель прибыл в центральное государство, чтобы сотрудничать. Зачем мне убивать Чутеня? Пустился в объяснение безмолвный правитель, поняв, что дело плохо. Все меня знают, я не тот, кто не отвечает за свои поступки. Чутянь засмеялся. Прости, безмолвный правитель. Правда это или нет, но ты опоздал. Что ты хочешь сказать? Содержание письма меня напугало, поэтому я сейчас сотрудничаю с государством Цин, громовым государством и великим ученым. Вместе мы разработали план создания энергетического оружия. Безмолвный правитель приехал зря. Что? Раз безмолвный правитель не понимает, старец переведет. С честью произнес Гоу Цань Цу. Президент хочет сказать, что завод не имеет к уважаемому правителю никакого отношения, поэтому тебе надо возвращаться в имперский город. Гоу Цань Цу был очень жестоким, возможно, из-за гнева. Из-за письма безмольного правителя он чуть не совершил непростительную ошибку. Неважно, кто написал письмо, но ему пришлось столкнуться с выбором. Безмольного правителя будто ударило молнией. Как можно такое допустить, когда безмолвный правитель покидал имперский город, сердце его было полно уверенности и надежды. Он лично прибыл в центральное государство, чтобы поговорить с Чутянем, получить с помощью власти преимущества или даже самого Чутеня. Кто мог подумать, что все произойдет вот так, все закончилось, даже не успев начаться, проявление могущества, к которому безмолвный правитель прибегнул в самом начале, вселило в людей торгового чуда бдительность и враждебность. Все кончено, он закопал себя сам. Что ему делать теперь? Проклятие. Кто бы не посмел исправить письмо, если это привело к неудаче в сотрудничестве, правитель уничтожит всю его семью. Глава 270. Автомат. Безмолвный правитель из числа 3 правителей. У правителей Южного Лета не было земель, земли людям с таким титулом не предоставлялись. Это был исключительно титул, а безмолвный правитель успокаивал все сражения мира. Мэн Цин У и Мэн Ин не думали, что безмолвный правитель, человек, способный сдвинуть мир с места, окажется в исследовательском институте торгового чуда и начнет спорить с великим ученым. Оба были крайне почитаемыми людьми страны Южного Лета. Великий ученый привык к спорам, это была его профессия. А что насчет безмольного правителя? Глава 3 правителей и военный бог королевства. Его появление здесь были слишком жалким для его титула. Безмолвный правитель сильно волновался. Настало время, когда уважение не нужно. Даже вместе они со мной не справятся. На этот раз вы схватили маркиза Запада, а это оскорбление семьи Шангуань и армию Южного государства, что создаст в королевстве серьезный переполох. Лишь я могу помочь решить вам эту проблему, так что подумайте, безмолвный правитель. Сердито произнес ученый. Ты смотришь на меня сверху вниз. Твои слова слишком жестоки, я не это имел в виду, сказал безмолвный правитель, однако на лице у него виднелось презрение. Он мягко произнес: великий ученый образован, но эту проблему нельзя решить одними лишь словами. Ты просто ученый с дутым престижем, не обладающий истинной силой. Борода Гоу Цань Цу указывала на небо. Успокойтесь, вы двое. Встал Чутянь, чтобы навести порядок. Это было недоразумение, и оно уже в прошлом. Слово нарушать нельзя, а сделка уже совершена, так что не нужно нарушать это обещание. Прошу у безмольного правителя извинений. Чутянь считал, что безмолвный правитель не потерял к нему интерес. Иначе с чего бы ему лично приезжать в центральное государство с маркизом Божественного Ветра? Но Чутянь, заметив бледность безмольного правителя, испытал затаённое удовлетворение. Все знали, что безмолвный правитель силен, но неужели ты, Дуфангань, не можешь признать поражение? Великий ученый не мог победить безмольного правителя. У великого ученого не было настоящих сил, а статус его был своеобразным. Даже если безмолвный правитель выйдет из себя, то против него не пойдет. Гоу Цань Цу мог спровоцировать ученых королевства на осуждение, и это была не шутка. Но первым ты нашел меня, и я приехал. Фыркнул безмолвный правитель. Что касается письма, то я написал его в твою защиту и не знаю, кто такой смелый, что переписал его. Вернувшись, я проведу расследование и разорву их на 1000 кусочков. Что касается сотрудничества, то остальные не имеют значения. Оружие принадлежит лишь мне. Наполненный гневом, великий ученый произнес: безмолвный правитель запугивает других. Я, Гоу Цань Цу, против этого. Можешь говорить со мной не так грубо. Я уже сказал, что ко мне это не имеет никакого отношения. Гоу Цань Цу был ученым, и неважно, насколько хорошими были его отношения с безмольным правителем. Его терпение иссякало. Великий ученый вплотную подошел к безмольному правителю.
Если безмолвный правитель действительно сделает ход, дело будет плохо. Поэтому Чутянь вышел вперед и сказал, что касается сотрудничества, то мы можем договориться о решении, которое удовлетворит обе стороны. Хорошо, очень хорошо. Несколько минут безмолвный правитель смотрел на Чутяня. Ты моложе, чем я думал, и своенравнее. Конечно же, и более выдающийся. Думаю, ты меня не разочаруешь. Сказав это, он сделал паузу. Он посмотрел на Чутяня и произнес: если развить это оружие, то первым делом нужно будет сохранить его в тайне. Если технология раскроется, последствия окажутся невообразимыми. Ты это понимаешь? Чутянь вскинул брови. Я пригласил тебя в центральный город, чтобы поговорить о сотрудничестве, а не для того, чтобы ты меня учил. Что за сопляк? Разве он не знает, как страшен безмолвный правитель? Безмолвный правитель захлебнулся гневом, но подавил его. Раз ты уверен, что никаких негативных последствий не будет, это уже другое дело. Стиснул зубы безмолвный правитель, но продолжил. Сначала я узнал про намерение сотрудничать. Я надеялся, что останусь с тобой доволен. В конце концов, если ты хочешь действовать в стране Южного Лета без моего согласия, ты и шуга не сделаешь. Голос безмолвного правителя был спокойным, но в нем слышалась угроза. Следовало из нее то, что если правитель не добьется сотрудничества, то маркиз не станет частью плана, а о плане даже не придется задумываться. Почему ты тревожишься? Заметил Чутянь настрой безмолвного правителя. Испытания оружия еще не закончились. Сначала продолжим испытание. Что ты испытываешь? Разве ты его еще не испытал? Чутянь не стал скрывать слабого презрения, но проигнорировал безмолвного правителя. Он махнул рукой Мэн Ин. Давай, Ин, безмолвный правитель помрачнел. Впервые он понял, что пользоваться репутацией не так-то просто. Он был даже сильнее маркиза Божественного Ветра. Если он разозлится, свершится катастрофа. Но Мэн Ин не боялась, потому что их поддерживал Чутянь. Подбежав к Чутяню, она просила: «В чем дело?» Чутянь достал еще одну коробку. «Возьми это оружие и испробуй». Новое оружие. Удивилась Мэн Ин, открыв коробку и достав более сложную конструкцию энергетического пистолета. Даже она удивилась. Это совсем другой пистолет, все смотрели на него с любопытством. Он был в 3 раза больше, чем пистолет, а магазин не только казался больше и отделялся, но и более сложной стала система массивов. Это новый вид огнестрельного оружия подошел к Мэн Ин Чутянь и поместил в него особый магазин. Он вмещает в 2 раза больше энергии, а мощь его выше в 3 раза. Сила пуль уменьшилась на 20%, но стреляет он в 2-3 раза быстрее. Один этот магазин может выпустить 20-30 пуль. Все были поражены его словами. Мощность была слабее, чем у старого пистолета, но скорость выстрелов намного выше. Несомненно, это больше подходило для поля боя. Сила стала меньше, но осталась весьма смертельной. Из-за скорости стрельбы и мощности пуль новый пистолет оказался даже лучше старого. Безмолвный правитель заволновался. «Попробуй же», Мэн Ин посмотрела на Чутяня. Чутянь кивнул. «Вперед, хорошо». Мэн Ин взяла автомат и прицелилась в мишень. «Ребята, отойдите немного назад, я стреляю». Когда Мэн Ин нажала на курок, из магазина вырвался свет, который распространился по автомату, активировав руны и массивы. Плотно вырвались из дула пули, похожие на капли дождя. Ужасающая сила пуль разорвала металлический столб, как бумагу, выстрелы были непрерывными, отличная скорость стрельбы, интенсивная атака. Увидев мощь автомата, все задрожали, осознав его силу. Армии из 10 тысяч было достаточно всего 100 автоматов. Лобовая атака могла мгновенно отбросить врага назад, энергетические пули были слабее, однако все равно пробивали защиту пустой души. Даже культиватор пробужденной души не мог уклониться от такого количества пуль, стреляя. Мэн Ин взволнованно выкрикнула: «Им так приятно пользоваться, когда магазин наполовину опустел». «Ладно», — быстро выкрикнул Чутянь, заметив, что ствол вот-вот расплавится. «Хватит, хватит, хватит». Мэн Ин не отреагировала. Ствол неожиданно взорвался. Мэн Ин с силой отлетела назад. Мэн Цину помрачнела. «Ин, ты в порядке?» «В порядке, в порядке. У меня бессмертное звездное тело, это мне не навредит», Мэн Ин села. Одежда ее немного опалилась, однако тело осталось прекрасным. Подняв автомат, она увидела, что ствол сплющен и совершенно деформирован. Высокая температура расплавила руны, и энергия вышла из-под контроля. Почему автомат снова расплавился? Руны не идеальны, а большая часть энергии сохраняется в виде тепла. К тому же, недостаточно хороший материал. Надо найти более дешевый и термостойкий материал. Хоть эксперимент и окончился неудачей, он все равно показал силу энергетического оружия. Мэн Цин спросила у Чутяня: «Летальность этого оружия намного выше, чем у пистолета».
Надо придумать ему имя. Давайте, ребята, дайте мне. Заговорила Мэн Ин, размахивая автоматом. Он немного больше пистолета, однако носить его легко. К тому же, стреляет он очень быстро, поэтому очень подходит, чтобы разрывать линии врагов. Мы должны назвать его автоматом. Автоматом? Хорошо, так и назовем. Чутянь подумал, что Мэн Ин временами не так уж и глупа. Имя действительно оказалось подходящим. «Молодая госпожа, забери остатки, пусть их изучат». Скоро энергии осталось в магазине, сколько выстрелов прошло до перегрева. Все данные запиши. Мэн Цину кивнула. Без проблем, Чутянь подошел к безмолвному правителю, пораженному до глубины души. Безмолвный правитель. Безмолвный правитель. Дважды окликнул Чутянь, прежде чем тот отреагировал. Что ты думаешь об этом оружии? Пожалуйста, оцени его. Безмолвный правитель не знал, какие слова подобрать. Хорошие, очень хорошие. Раз безмолвный правитель доволен, то я могу быть более уверенным, рассмеялся Чутянь. Давайте поговорим о нашем сотрудничестве.